Маленькие серые щенки отчаянно звали на помощь, они никак не могли понять, почему их мама, так давно отправившаяся на охоту, до сих пор не вернулась. Охотники, получавшие удовольствие от сиюминутной власти над миром, метким выстрелом лишили малышей будущего и обрекли на верную гибель. Люди прекрасно видели, что волчица была кормящей мамой, но это их не остановило. Своего единственного сына Надежда Ивановна похоронила больше года назад. После этого все ждала, когда и сама к сыну отправится, но раньше положенного срока не уйдешь. Ольга, невестка, вместе с внучкой сначала часто навещала свекровь. Но чтобы заработать денег и прокормить семью, ей приходилось подрабатывать на выходных. Своих родителей у Ольги не было. Надежду Ивановну она любила как родную мать, да свекровь ей отвечала тем же. Как-то Надежда Ивановна пожалела Ольгу. «А знаешь, хватит тебе, дочка, мотаться туда-сюда, давай-ка ты оставляй у меня внучку, так и мне повеселей будет и тебе легче». «Да что вы, мама, мне не в тягость вас навещать, горе-то у нас с вами общее. Вы сына потеряли, а я мужа, ведь для нас обеих он был самый дорогой и родной человек». Только после долгих уговоров внучка Диана осталась жить у бабушки. Ольга все равно часто приезжала к ним, продукты привозила, одежду, гостинцы. Так прошло 2 года. Таким положением вещей была очень недовольна Рита, дочь Надежды Ивановны. Очень ее волновало, что Ольга со своим отпрыском трется у матери в доме, переживала, как бы бабуля на старости лет дом не переписала внученьке своей любимой. Диана между тем росла девочкой резвой, но при всем при этом послушной и самостоятельной. Ей можно было доверять, потому часто бабушка и давала ей разные поручения. Даже в лес за грибами и ягодами давно сама ходила. Но в последнее время стала пожилая женщина замечать, что девочка как-то слишком много времени проводит в лесу. Прихватит с собой припасов до молочка свежего, но всегда с полной корзинкой возвращалась. Сколько ни пыталась бабушка выпытать, для кого так много еды берет, внучка отмалчивалась или отшучивалась. Один раз только обмолвилась, что питомцы у нее в лесу есть, вот их и навещает. Так и ходила все лето, а потом и осень. Рита хоть и редко бывала у матери, но сплетни до нее доходили быстро, но уж выводы она сама делала. Очень она боялась, что отпишет бабка все наследство этой внучки. Время летит быстро, Диане пришло время в 1 класс идти, приехала и забрала Ольга девочку в город, пообещав свекрови, что они ее одну не бросят и будут часто приезжать. Маргарита, узнав про такой расклад, обрадовалась несказанно, решила подсуетиться и у матери пожить, считала, что ведь той, наверное, недолго осталось, нужно склонить ее к мысли, что самое время подумать о наследстве. Надежда Ивановна поначалу обрадовалась, что дочка приехала, будет кому о ней старушке позаботиться. Да не тут-то было. Уже через полмесяца стала пожилая женщина просить, чтобы та уезжала. Все от того, что дочь стала с матери деньги требовать. Все свои сбережения на будущие похороны у Ольги хранились, не хотела старушка, чтобы дома они были. Ольга на выходные приезжала, как и обещала свекрови. Только Рита недовольная ходила, постоянно ее упрекала, что у бабки на шее сидят и деньги с нее тянут. Постепенно жизнь Надежды Ивановны стала невыносимой. Собственная дочка обзывала ее старой дурой, кормила невкусной едой, даже телефон отняла. Когда однажды старушка разлила чай, руки совсем слабые стали. Так родная дочка и совсем взбеленилась, стала маму заставлять чай со стола слизывать. Всю ночь тогда несчастная мать плакала, никак не могла понять, как она такую бездушную дочь воспитала. Надежда Ивановна попросила соседок позвонить Ольге, пусть спасет ее от собственной дочери. Одна из соседок позвонила невестке и рассказала все как есть. После звонка Оля сразу же примчалась, не дожидаясь выходных, отгулы на работе оформила, да Диану с собой прихватила, все-таки надо было как-то мирно решать вопросы по уходу за пожилой женщиной, и на наследство она не претендовала.
Ольга была готова забрать свекровь к себе в город, оставить Рите все, только бы пожилая женщина ни в чем не нуждалась. Вечером они сели за стол переговоров. Ольга дала обещание Маргариты переписать дом на нее. Долго она уверяла алчную родственницу, что ей ничего не нужно, наоборот, завтра она заберет Надежду Ивановну к себе в город, если та, конечно, согласится. Рита вроде успокоилась, поверила и засобиралась к себе домой. Только рано утром, пока все спали, Маргарита пошла не на автобус, а в лес. Диана почувствовала неладное, потихоньку оделась и незаметно последовала за своей вредной теткой. Не доверяла она тете, странно ей все казалось. Так и вышло. Девочка заметила, что Рита начала грибы собирать, но брала среди них заведомо опасные, яду в которых хватало, чтобы вся семья погибла. Спустя какое-то расстояние на тропинке, по которой шла Рита, возникла фигура злобного серого хищника. Матерый волк преградил дорогу женщине, обнажив при этом клыки, прижав уши и опустив низко голову, уверенно двинулся навстречу. Маргарита испугалась до смерти и попятилась назад, а потом и вовсе побежала в сторону деревни. Маргарита бежала как могла, стараясь не оглядываться. Но когда она выбежала на опушку леса, то обнаружила, что на ее пути снова стоит тот же самый волчара. Что делать, от него бежать обратно в лес не было смысла, и она застыла на месте от страха, молча ожидая неминуемой расправы. И тут в этот самый момент на поляну вышла ее племянница Диана. Совершенно спокойно она подозвала к себе волка, а тот, повинуясь ее голосу, подошел к девочке и взял лакомство из ее рук. Как завороженная смотрела Рита, как вслед за ними показался еще один зверь, как две капли воды, похожие на своего собрата. И он тоже беспрекословно слушался девочку. От всего увиденного тетка совершенно потеряла дар речи, а девочка тем временем по-доброму сообщила: «Вот что, тетя, если ты еще хоть раз будешь обижать бабушку или маму, то я на тебя по-настоящему натравлю своих друзей-волков. И про мысли плохие тоже забудь». Затем Диана что-то негромко сказала волкам, и они отступили. Придя домой из леса вся грязная, Рита молча собрала свои вещи и уехала, ни с кем не попрощавшись и не говоря ни слова. Диане пришлось во всем признаться. Она попросила маму оставить ее жить у бабушки, ведь в школе и в деревне можно учиться. И поведала она маме и бабушке историю, как с весны до осени выкармливала в лесу двух волчат, которые осиротели. Они сдружились тогда, и вот сейчас именно они помогли спровадить из деревни неблагодарную тетушку. Тогда и поняла старая женщина причину ежедневных походов внучки в лес. При любой погоде девочка бежала к своим питомцам, не могла бросить их на погибель, а признаться бабушке боялась, та бы запретила, и волчата просто погибли бы от голода. Две женщины переглянулись и подумали, что им удалось вырастить хорошего и доброго человека. И самое главное, у нее теперь есть такие защитники, что беспокоиться нет причин. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.